Америка простилась с Линдси Грэмом. Приехали Трамп, Нетаньяху и Зеленский. Трамп и Нетаньяху – переговоры 1,5 часа за закрытыми дверями. Израиль требует новых ударов по Ирану, Белый дом боится нефтяного кризиса. Зеленский вышел из Белого дома с лицензией на «Патриоты» и поехал в Сенат на обсуждение закона об адских санкциях против России и Ирана. Иран передумал бить ракетами по Украине и требует заплатить деньгами за удар по кораблю, перевозившему вооружение в Россию. Ирак меняет нефть и иракских курдов на турецкую воду. Неожиданный итог переговоров с Эрдоганом. Кейко Фухимори стала первой избранной женщиной президентом Перу. А в Китае показали робота-панду. Она умеет поддержать разговор с ребенком и немного обижаться. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Вашингтоне простились с сенатором Линдси Грэмом. Утром в понедельник по восточному времени США церемония прощания состоялась в ротонде Капитолия, куда пришли сотни законодателей. Церемонию закрыли от публики, но показали в прямом эфире. Почетный караул несли военнослужащие в память о службе Грэма в ВВС, а сменил их мемориальный караул полиции Капитолия. Играли оркестры военно-воздушных сил. Днем отпевание прошло в Вашингтонском кафедральном соборе по приглашениям. Среди приехавших проститься с сенатором гостей, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский, Грэм годами лоббировал в Вашингтоне поддержку обеих стран. Грэм был членом Сената больше 20 лет и оставался одним из последних заметных ястребов республиканской партии. Прощальную речь произнес президент Дональд Трамп, назвавший Грэма настоящим американским оригиналом. Сегодня мы собрались с глубочайшей признательностью и безмерной скорбью, чтобы почтить память любимого друга, преданного брата, уважаемого государственного деятеля, великого представителя Сената Соединенных Штатов, поистине уникального американца, который ушел от нас слишком рано. Более 30 лет в этой столице не происходило ничего значимого, о чем не знал бы Линдси Грэм. Нигде в мире не происходило ничего важного, о чем у Линдси Грэма не было бы собственного мнения. И ни один законопроект не становился законом самой выдающейся республики в истории человечества, без того, чтобы Линдси Грэм не высказал своего слова. Он был человеком, который без остатка отдал Америке свое доброе и могучее сердце, пока однажды это сердце не остановилось. И хотя жизнь Линдси оборвалась, когда он был еще полон сил и энергии, нет никаких сомнений. Он прожил ее во всей полноте. Он умер, занимаясь делом, для которого был рожден. Он был по-настоящему великим политиком и служил стране, которую так глубоко любил. Он ушел на пике своей карьеры, на вершине своего мастерства. Легендой для всех нас, для многих присутствующих здесь, кому посчастливилось знать его. И другом, которого никто из нас никогда не забудет. Разумеется, он также был великим защитником Верховного суда Соединенных Штатов. Его страстная защита замечательного человека и настоящего джентльмена, судьи Кавано, положила конец позорной атаке на этого достойного человека и подарила нам один из величайших моментов в истории Сената. Это действительно был поворотный момент в истории Сената. Полагаю, возможно, это был звездный час Линдси. Когда сенатор Тим Скотт, сам по себе замечательный джентльмен, могу вас заверить, пригласил его на молитвенный завтрак в 8:30 утра, Линдси ответил ему: «Тим, даже если сам Иисус вернется до 10 утра, я не пойду». Как вы помните, наши отношения с Линдси начались, мягко говоря, не лучшим образом. Когда в 2016 году мы соперничали друг с другом, Линдси сказал обо мне нечто довольно неприятное, пытаясь стать следующим президентом Соединенных Штатов. Поэтому я, естественно, сделал то, чего делать не следовало. Во время своей речи, очень важной речи, сообщил номер его личного мобильного телефона миллионам зрителей. И я помню этот номер: 202-228-02-92. Если кто-нибудь захочет попробовать позвонить. Его телефон просто взорвался от звонков. Он сказал: «Этот номер был у меня 20 лет. Его телефон совершенно... Не знаю, что он с ним сделал, но тот буквально взорвался». В некотором смысле так началась наша дружба. Но последнее слово осталось за Линдси. Я парализовал его телефон всего на 1 день, а затем мы стали близкими друзьями. И следующие 10 лет
Линдси не переставал звонить уже мне. Это было непросто. Я вижу здесь премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Господин премьер-министр, вы уже 30 лет являетесь и моим дорогим другом. Для меня большая честь видеть вас здесь. Линдси был бы потрясен тем, что вы проделали такой долгий путь вместе со своей прекрасной супругой, чтобы присутствовать сегодня на этой церемонии. Он любил вас, любил государство Израиль и народ Израиля. Под вашим руководством Израиль остается одним из самых последовательных и верных союзников Америки. Линдси открыто говорил об этом до самого последнего дня. И подобно тому, как президент Трамп стал самым преданным другом Израиля, за всю историю Белого дома Линдси был таким другом Израиля в Сенате Соединенных Штатов. Я вижу здесь президента Владимира Зеленского. Президент Зеленский. Я знаю, что Линдси был бы глубоко тронут и счел бы большой честью то, что вы проделали такой долгий путь, чтобы присутствовать здесь сегодня. Бог-Отец призвал его к себе вскоре после того, как Линдси вернулся из очередной опасной поездки в Киев на встречу с вами. В наших личных беседах он часто восхищался вашей стойкостью в противостоянии одному из самых жестоких режимов мира. Однажды он назвал вас в разговоре со мной поэтом-воином или комиком-воином. Он употреблял такие выражения. Думаю, все согласятся. На бумаге Украина должна была потерпеть поражение за несколько месяцев. Но прошло уже почти 5 лет, а ваша страна продемонстрировала боевой дух, которого никто не ожидал. Линдси гордился вами и мужеством ваших соотечественников. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели в Белом доме почти полуторачасовые переговоры. Первые личные с начала совместной войны против Ирана в феврале. Встречу закрыли от прессы. Белый дом назвал ее позитивной и продуктивной, а Нетаньяху – одним из лучших разговоров с Трампом. Я только что завершил прекрасную встречу с президентом Трампом. И когда я говорю «прекрасную», это не просто слова. Это был разговор в духе полного партнерства, взаимной поддержки и понимания общей цели. Не допустить появления у Ирана ядерного оружия, а также достичь других целей. Это был один из лучших разговоров, которые у меня состоялись с президентом Соединенных Штатов, нашим другом Дональдом Трампом. На встрече присутствовало все его высшее руководство, а также представители нашей стороны. Мы получили возможность обменяться мнениями и согласовать важные шаги, касающиеся безопасности и будущего государства Израиль. Отсюда мы с моей супругой Сарой направляемся на церемонию прощания с нашим замечательным другом Линдси Грэмом. Я уверен, что представляю здесь всех граждан Израиля. Однако за дипломатическими формулировками сохраняются разногласия. Перед встречей Трамп возмутился утечкой о том, что Нетаньяху собирался представить разведанные о строительстве Ираном подземного ядерного объекта Pickaxe Mountain. Президент заявил, что Вашингтон и без Израиля знает, что там происходит, а Нетаньяху пытается удержать США в войне. После переговоров израильские представители отрицали, что Pickaxe Mountain вообще обсуждался. Но высокопоставленный источник сообщил 12-му каналу. Нетаньяху передал Трампу другие разведанные и считает неизбежными новые масштабные удары по восстановленным и еще не атакованным ядерным объектам. Цель Израиля – одновременно расшатать иранский режим. Трамп пока оставляет шанс переговорам и опасается ударов по энергетике, которые могут вызвать глобальный нефтяной кризис. По оценке Axios, уже сам доброжелательный итог встречи стал успехом для Нетаньяху после нескольких недель конфликтов. Политика пишет, что противники вмешательства внутри движения Трампа боятся дальнейшего втягивания США в войну. Стороны также обсуждали Ливан и возможное присоединение Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям, но конкретных решений не объявили. У Белого дома десятки радикальных религиозных активистов протестовали против встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Участники называли Нетаньяху архитектором войны. Раввин Исраэль Довид Вайс из ортодоксальной организации Нетури Карта заявил, что Израиль использует иудаизм для оправдания убийств, оккупации и угнетения. Те, кто действительно верен религии, заявляют: мы никогда не примем никакой формы еврейского государства. И уж тем более так называемого еврейского государства, которое существует за счет угнетения, убийств, геноцида, зверств и пыток. Это глубоко чуждо иудаизму. Поэтому мы здесь, чтобы выразить нашу боль, сочувствие и солидарность с народами Ливана, Палестины и Ирана, а также со всеми странами, которые сионисты жестоко атакуют и очерняют, называя их антисемитскими. Это ложь, это подлость.
Сегодня представители еврейских, христианских и мусульманских организаций провели здесь, в Вашингтоне, межконфессиональную ненасильственную акцию. Мы пришли выступить против архитектора войны Биньямина Нетаньяху, который снова находится в Вашингтоне и встречается с нашим президентом. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели в Белом доме часовую встречу без журналистов. Зеленский назвал разговор хорошим, источники украинских СМИ практичным и позитивным. Главная тема – лицензия на производство Украины ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». Из-за усиления российских баллистических ударов их нехватка остается критической. Киев уже обсуждает совместное производство с руководством американской компании Lockheed Martin. Трамп и Зеленский также договорились активизировать переговоры о прекращении войны. Спецпредставители президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут впервые посетить Киев в ближайшие недели. Затем Зеленский отправился в Капитолий на встречу с сенаторами. Конгресс готовит голосование по новым санкциям против России, которых добивался сенатор Линдси Грэм. Одновременно Пентагон отложил до 2029 года расходование $400 миллионов уже одобренной помощи Украине. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Капитолии с американскими сенаторами. Приглашение получили все 100 членов палаты. Главная тема – двухпартийный законопроект покойного республиканца Линдси Грэма о новых санкциях против России. Документ предусматривает ограничения против банков, чиновников и теневого флота, а также пошлины до 100% для крупнейших покупателей российских нефти и газа. Прежде всего, мы очень благодарны сенаторам и признательны за эту дискуссию. Мы подробно обсудили, как помочь Украине. Мы благодарны за то, что этот законопроект имеет такое большое значение. Санкционное давление на Россию чрезвычайно важно. Речь идет не только о деньгах и о том, как лишить Россию возможности финансировать эту войну. Это также серьезный сигнал Европе и Украине, большая поддержка для нашего народа. Поэтому я очень благодарен. Надеюсь, с Божьей помощью мы получим положительный результат. Мы говорили о ракетах для комплексов «Патриот». Это действительно так. Сейчас мы также обсуждали этот вопрос с сенаторами. Украина способна производить средства для уничтожения самых разных целей. От иранских шахедов до российских беспилотников. У нас есть дроны-перехватчики и современные системы радиоэлектронной борьбы. Настоящая проблема — это противобаллистические системы и ракеты-перехватчики. Разумеется, я рассказал о наших потребностях. Сегодня я сообщил о них президенту и благодарен ему за эту встречу. Теперь я рассказал об этом сенаторам. Мы постараемся решить этот вопрос. Это очень серьезный вызов. За уже набран 61 голос, поэтому мы переходим к этому законопроекту. Он будет принят. Сенаторы США также внесли изменения в двухпартийный законопроект о санкциях против России, расширив его действие также на Иран и переименовав документ в закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года. В обновленной версии документа сохраняются все масштабные санкции против России в связи с войной в Украине. Авторы называют их адскими. А также на 7 лет добавляется положение о продлении действия закона о санкциях против Ирана и иностранных компаний, ведущих бизнес исламистским режимом, контролирующим Иран уже 47 лет. Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне обсудил с руководством Lockheed Martin совместное производство оружия и передачу технологий. В центре переговоров – ракеты-перехватчики для комплексов «Патриот» и другие системы. Компания также производит ракеты «Атакамс», установки «Хаймарс» и истребители F-16. Ранее президент США Дональд Трамп согласился предоставить Украине лицензию на производство перехватчиков, а руководство Райтеона подтвердило готовность к кооперации. Киев торопится. Россия наращивает баллистические удары, а мировые запасы ракет сокращаются. Технические команды уже готовят конкретные решения. Если президент США Дональд Трамп ищет союзника, способного самостоятельно воевать, производить оружие, делиться разведданными и оказывать давление на противников Вашингтона, такой союзник у него уже есть – Украина. Об этом пишет журнал Newsweek. У Дональда Трампа есть предельно ясный список требований к европейским союзникам по НАТО. Вносите справедливую долю в деятельность Альянса, сами отвечайте за собственную оборону и, после того, как в феврале он ввязался в очередной непопулярный конфликт на Ближнем Востоке, помогайте ему вести войну против Ирана. Европейские лидеры признали, что годами экономили на обороне и пообещали увеличить расходы. Однако остальные требования Трампа были встречены преимущественно недовольным ропотом. Киев, который администрация Трампа прежде воспринимала преимущественно как получателя американской помощи, пытается доказать свою практическую ценность. Newsweek приводит 2 последних примера.
Украинский удар по иранскому судну и предложение президента Украины Владимира Зеленского передать США разведанные о возможной передаче Москвой Тегерану информации для планирования ударов по американским базам в Персидском заливе. Кроме того, Вашингтон и Киев уже подписали заявление о намерениях, которое может стать основой нового оборонно-промышленного партнерства. Американским военным для испытаний, украинские воздушные, морские и наземные беспилотники. В дальнейшем их могут включить в программу Пентагона доминирования дронов и производить совместно в США. Европа и Канада подобные соглашения с Украиной уже заключили. Киев также передает странам Персидского залива опыт отражения российских ракетных и беспилотных атак. За 4 года полномасштабной войны Украина получила знания и опыт, которых нет у большинства армий НАТО, и теперь превращает их в технологии и экспортные услуги. Американские системы Patriot Украине по-прежнему необходимы. Но, как отмечает руководитель исследований оборонной стратегии европейского подразделения корпорации RAND Джейкоб Паракилос, проблема уже не в отсутствии у Киева компетенций, а в масштабе его потребностей. Поэтому вопрос постепенно меняется. Не только насколько Украине нужны США, но и насколько Украина нужна Соединенным Штатам. Россия в 3-й раз ударила по одному и тому же гражданскому судну под флагом Либерии. Корабль стоял на якоре у входа в Одесский порт. Груза и экипажа на борту не было, поэтому пострадавших нет. После атаки задымление возникло в районе ходовой рубки. Российские удары по морским перевозкам резко усилились. По данным украинской прокуратуры, только с 20 июня по 20 июля атакованы 28 торговых судов. Погибли 21 человек, 34 ранены. Самой смертоносной стала атака на зерновоз Golden Leo. 19 июля в него попали 3 крылатые ракеты. Погибли 10 человек. Через неделю судно затонуло. Закупки зерна в одесских портах практически остановлены. Иран потребовал от Украины компенсации за удар по судну в Каспийском море. Министр иностранных дел Аббас Аракчи после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил: «Тегеран не стремится к эскалации, но атаки на иранских граждан и интересы считает неприемлемыми». По словам Аракчи, Сибига назвал удар непреднамеренным. Речь идет об атаке 25 июля на сухогрузы порт Оля-2 и Бигей. Оба судна находятся под международными санкциями. Украина утверждает, что они перевозили военные грузы между Ираном и Россией. Тегеран пригрозил ответом. После этого телеграм-каналы сообщили о якобы готовящемся иранском ракетном ударе по Украине. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что официальных подтверждений такой угрозы нет. Иран угрожает закрыть Ормузский пролив для судов компаний и стран, которые получат компенсации из замороженных иранских активов. Представитель высшего военного командования Ирана Ибрагим Зольфакари назвал инициативу президента США Дональда Трампа незаконной. Президент Соединенных Штатов после актов агрессии и продолжающихся попыток дестабилизировать регион объявил, что компенсации за суда, поврежденные во время навязанной Исламской Республике Иран войны вследствие созданной американскими военными нестабильности и нарушений при проходе по незаконному и небезопасному маршруту к югу от Ормузского пролива, будут выплачены из замороженных активов Ирана. Предупреждая преступного президента Соединенных Штатов о последствиях этого незаконного действия, мы заявляем всем компаниям и государствам, которые примут предложение Трампа и под этим предлогом воспользуются замороженными активами Ирана. Отныне вооруженные силы Исламской Республики Иран не позволят ни одному принадлежащему им судну пройти через Ормузский пролив. Одновременно Оман предлагает компромисс. Добровольную плату Тегерану за проход через пролив, по которому перевозят около 1/5 части потребляемой в мире нефти. В Иране уже намекнули: весь воинственный настрой Тегерана хорошо гасится большой выручкой. Деньги очень нужны. Наше предложение заключается в том, чтобы один из фарватеров, входной либо выходной, полностью проходил со стороны Исламской Республики Иран, а часть второго фарватера также находилась на территории Исламской Республики Иран. Это позволит Ирану эффективно контролировать входящие и исходящие маршруты судоходства. Предложение находится на столе. Если они его примут, посмотрим, какими будут следующие шаги. Если не примут, тогда Ормузский пролив. При этом должен отметить, что переговоры с Оманом проходят в то время, когда пролив остается закрытым. Исламская Республика не закрывает на происходящее глаза и не говорит: «Пусть суда проходят по южному маршруту». Нет. Оман и другие стороны, поддерживающие с нами контакты, включая некоторых посредников, настаивали: пока вы согласовываете условия, разрешите судам хотя бы пользоваться этим маршрутом. Наш ответ — категорически нет. Мы не признаем южный маршрут даже на 1 час. Ирак предложил довести поставки нефти в Турцию до 1 миллиона баррелей в сутки. Об этом после переговоров в Анкаре заявили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Ирака Али Аз-Зейди. Однако прежнее соглашение по трубопроводу Киркук Джейхан уже истекло, а новое пока не подписано. Стороны готовят более широкое энергетическое соглашение. Турецкая нефтяная корпорация получила 15% в операторе киркукского месторождения с запасами около 3 миллиардов баррелей. Анкара и Багдад также договорились начать практическую реализацию. Пути развития.
транспортного коридора из Персидского залива в Европу. Подписаны 5 документов по транспорту, инфраструктуре и другим направлениям. Безопасность обсуждали в контексте разоружения Рабочей партии Курдистана. Эрдоган предложил Ираку турецкое оружие. Соглашение по нефтепроводу Ирак Турция прекратила действовать вчера. Теперь наша цель – в самое ближайшее время подписать всеобъемлющее соглашение об энергетическом сотрудничестве, выгодное обеим сторонам. Турецкой нефтяной корпорации предоставлена доля в проекте разработки киркукского месторождения, оператором которого выступает компания British Petroleum. А подписанное сегодня соглашение стало историческим шагом в развитии нашего энергетического партнерства. Турция выполняет свои обязательства. Вопрос воды мы рассматриваем как постоянную область сотрудничества, основанного на рациональном, научном и гуманном подходе. Водный кризис в Ираке стал одним из главных вопросов переговоров. После сильнейшей за десятилетия засухи приток воды в Ирак покрывает лишь около 55% потребности, поэтому власти сокращают орошение, а урожай зерна может упасть вдвое. Страна критически зависит от Турции, поскольку Тигр и Ефрат берут начало на ее территории, а каскад турецких плотин позволяет Анкаре регулировать объем воды, поступающей ниже по течению. Поэтому Багдад добивается увеличения сбросов и постоянного соглашения о вододелении, одновременно предлагая оплачивать строительство водохранилищ и оросительных систем турецкими компаниями за счет доходов от экспорта иракской нефти. Для меня большая честь сегодня посетить Турцию и встретиться с господином президентом. Наш визит носит непротокольный характер. Его цель — укрепление отношений, которые связывают наши страны уже много веков. У нас с Турцией общая география, цивилизация и водные ресурсы. В разговоре с господином президентом я сказал, природа подарила нам 2 реки, а мы хотим создать 3-ю экономическую реку. Этой рекой станет путь развития. Этот проект превратит наши страны в точку встречи и соединит Восток с Западом. Отношения между Ираком и Турцией получат еще большее развитие. 5 днями ранее Аз-Зейди посетил Тегеран, встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и подписал 4 соглашения, включая проект железной дороги Керманшах, Хасрави, Ханакин, Багдад. Он пообещал не допустить угроз Ирану с иракской территории. Обсуждались поставки газа, инвестиции и региональная безопасность. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш пытается вернуть Кипр к мирным переговорам после почти десятилетнего тупика. В Никосии он отдельно встретился с президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом и лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом, посетил комитет, устанавливающий судьбу более 2000 пропавших без вести, и возложил венок к памятнику миротворцам. Это визит солидарности, совершаемый со смирением. Его цель — поддержать 2 кипрские общины в поиске решения. Мы полностью понимаем, что урегулирование окажет крайне положительное влияние не только на Кипр, но и будет чрезвычайно полезным в условиях нынешней очень сложной ситуации. Вы можете рассчитывать на мою полную приверженность. Я подхожу к этому со смирением, поскольку не мне указывать кому-либо, что следует делать. Если и существует момент, когда решение кипрской проблемы особенно важно, то это именно сейчас, в условиях хаоса, в регионе и геополитических изменений, которые внезапно выдвинули Кипр ближе к центру событий. Кипр разделен с 1974 года, когда после организованного греческой хунтой переворота Турция ввела войска и заняла север острова. Международно признанная Республика Кипр контролирует юг и представляет весь остров в Евросоюзе, а самопровозглашенный север признает только Анкара. Между сторонами проходит 180-километровая буферная зона ООН. Христодулидис предлагает двухзональную федерацию 2 общин. Эрхюрман также допускает федерацию, но требует заранее закрепить политическое равенство и правила переговоров. Предыдущий раунд рухнул в 2017 году из-за споров о турецких войсках, гарантиях безопасности, территории и собственности. Сегодня Гутерриш проводит совместную встречу лидеров. Пока речь идет не о соглашении, а о поиске минимальной общей основы для возобновления переговоров. Кейко Фухимори вступила в должность президента Перу, первой женщины, избранной главой государства всенародным голосованием. На церемонии в Конгрессе присутствовали король Испании Филипп VI и президенты Аргентины, Чили, Эквадора, Панамы и Парагвая. Я полна решимости добиться наведения порядка и национального примирения, 2 совершенно совместимых целей. Враги Перу обладают значительной силой, а стоящие перед страной проблемы чрезвычайно серьезны. На время действия чрезвычайного положения вооруженные силы возьмут на себя руководство операциями по обеспечению безопасности и внутреннего порядка.
чтобы безотлагательно противостоять последствиям явления Эль-Ниньо и проблемам общественной безопасности, мы будем издавать чрезвычайные указы и обратимся к Конгрессу с просьбой делегировать нам дополнительные полномочия. Мы укрепим внешнюю политику, уделяя первоочередное внимание созданию и консолидации интеграционных союзов. Для этого мы будем развивать региональные объединения, в частности, Тихоокеанский альянс, чтобы повысить конкурентоспособность наших экономик на мировых рынках. Среди других обещаний – строительство мегатюрьмы по образцу Сальвадора, повышение минимальной зарплаты на 15% и ускорение инфраструктурных проектов. Фухимори победила левого кандидата Роберто Санчеса менее чем на 50 тысяч голосов после 22 дней подсчета и обвинений в фальсификациях, став 9-м президентом Перу за 10 лет политического кризиса. У Конгресса прошли протесты и столкновения с полицией. В Китае представили первого детского робота-компаньона, способного самостоятельно распознавать и выражать эмоции. Панда, созданная при Институте робототехники Чжэцзянского университета, понимает речь, запоминает предыдущие разговоры, реагирует взглядом, жестами и движениями, а корпус поддерживает температуру, близкую к человеческой. Заместитель главного инженера института Сянь Хуань объяснил, робот должен не только определять намерения ребенка, но и передавать подходящие эмоции. Разработчики предлагают использовать панду дома для общения, формирования повседневных привычек и занятий английским языком. Презентация прошла в школе робототехники Ханчжоу. Материал распространило государственное китайское агентство Чжунго Синьвэньши.